Всем добрый вечер. Так, дорогие друзья, я буду сейчас говорить об оберегах и защитах. Ну, об этом очень много сказано. В данный момент я хочу подарить вам шепотки, которые вам помогут в тяжелой ситуации, в трудной, да, в опасной ситуации выйти живыми, здоровыми, целыми и невредимыми. Потому что у нас мир такой, здравствуйте. Мир у нас не самый добрый, поэтому вам это понадобится. У меня очень много роликов, именно шепотки, то есть то, что помогает сразу же, сиюминутно и сейчас. Э, Я подарю вам новые, то есть то, что еще не дарила, и заодно прочитаю из моей книги «Скоропомощник» тоже некоторые шепотки защитные, обережные. Освежу у вас в памяти, хотя они уже были и есть, но здесь, то есть в одну кучу собранная помощь. Скоропомощник мы специально выпустили для таких случаев, чтобы вот такой маленький был блокнот, помещался в сумку и как бы сразу можно было вытащить и прочитать. Вот отсюда я обережные в конце прочитаю несколько шепотков заговоров, которые очень сильны. Составлены вот эти шепотки, которые я сегодня хочу вам подарить, на основе более древних, то есть на основе древних знаний, на основе древних элементов магии. И поэтому они очень рабочие. Всем добрый вечер еще раз. Дорогие друзья, бывают такие ситуации, особенно с молодыми девушками, когда они по глупости своей куда-нибудь намылиться на, знаете, на вечеринку, в ресторан, куда-нибудь еще и не рассчитывают свои, скажем, силы, не рассчитывают свои умения, опыт жизненный. И попадается иногда в разные ситуации, когда нужен выход. Повторяюсь, эти ритуалы рабочие только по той причине, что они составлены соблюдением закон магии. Вот. И именно поэтому основаны на более древних знаниях. Может, где-нибудь есть и подобный вариант, может быть, не знаю. Ну, в любом случае. Итак, вот если вдруг можете это дать своей дочери, кому угодно, если вдруг получится так, что за вопросительный знак, что за Бахтиярова сюда влезла. Дочери, сыну, кому угодно. Если вдруг человек оказался в такой беде и нету выхода, и нужна срочная помощь, как сделать так, чтобы Вселенная вас услышала и помогла? Хочу вам сказать, что у людей, которые... спасибо, мне приятно. У людей, которые э, решили поработить человека, да, решили украсть для различных целей, у них начинается ужас и страх. И они отпускают своего пленного. Или сами отпускают, или так обстоятельства складываются, что они могут вырваться, уйти. В любом случае это важно. Этот заговор, ритуал можно сделать дома, если у вас опасность, если у вас дома, скажем, ну, мало ли, муж, любимый, или если вы вдруг попали в какую-то ситуацию, когда вам, ну, вам не разрешают выйти куда-то. Вы понимаете, что может закончиться плохо для вас.
Вам нужно проколоть свой палец. Как-нибудь это сделаете. Вам нужно капнуть кровь в воду, прочитать сверху и залпом выпить. Я такого рода уже давала, но это были для практиков. Сейчас я даю для обычных людей. Капля крови в стакан. И читаем один раз. И воду сразу выпить. Мать-Земля, родившая воду, Верховный Бог, подаривший кровь, вы мои свидетели и спасители. От беды избавители. Пошлите страх и ужас в души супостатов. Бейте их, терзайте их, меня освобождайте. Ключ земля, замок неба, спасение близко. Аминь. И выпейте. Мне писали несколько раз, женщины писали, что некоторые мои заговоры, обереги и защитные, спасали им жизнь. В частности, одна девушка написала, что вот именно мой оберег спас ее от нападения маньяка. Шла она ночью и спаслась, осталась жива. И оказалось, что от его рук немало народу было убито. При опасности, когда вы идете по темным улочкам, когда вы идете в такие опасные места, где нет гарантии, что с вами может что-нибудь не случиться. Пошла вон, Лидия. Я плевала на тебя и на твоего мужа. Поругались вы или что? Идиотские существа. Даже не читают, о чем вообще тема. Надоело. Общайтесь с людьми ласково, вот с такими идиотами. При опасности. Еще раз говорю. Когда вы боитесь, либо вы дома боитесь, либо вы идете боитесь, в общем, вы чувствуете опасность. Прочитайте это для себя несколько раз. 3 раза, 7 раз. Тело от ран спасена, кровь сохранена и цела. Меч невидимый врагов моих разит, мою душу освободит, спасет. Аминь. Далее. Если ваш ребенок должен пойти в поход, напишите ему это и дайте в руки. Перед тем, как зайти в лес, вам самим или вашим близким, если вы знаете, что там живут волки. Как правило, волки живут у нас стаями в лесах. Начитайте это, и тогда заходите в лес, особенно зимой. Очень много неразумных, глупых людей, которые с собаками своими идут зимой в лес гулять. И не осознают, что зимний период, когда волкам есть нечего, они подвергают опасности своих собак. Много было таких моментов, когда собак рвали. Собак заманивают и убивают. Но самое главное, чтобы вы остались живы. Итак, читайте это от 3 до 12 раз. Я не мясо, я душа и разум, богами всеми благословлена или благословлен. Спасена, волк не возьмет моей души, стая меня за версту обойди, храни меня, сила богов, истинно. Еще раз читаю. Потом она всегда набирает текст и ставит внизу ролика, так что текст будет потом. Я не мясо, я душа и разум, богами всеми благословлена, спасена, волк не возьмет моей души, стая меня за версту обойти, храни меня, сила богов, истинно. Я это давала давно, я еще
студенческие годы вот этот заговор «Шепоток» отдавала своим друзьям, которые постоянно ездили на эти походы. И они говорят, что они чувствовали просто, что волки бывали рядом, но они не подходили. Вот до такой степени это сильный заговор. Вообще, заходя в лес, оставьте откуп лесным духом. Они будут вас оберегать и помогут найти и выход, и дорогу, и все остальное. Если змеи, дайте своим детям этот заговор. Но это летом, естественно, в любом случае. Эти слова некоторые взяты из более древних, очень древних поверий. Поэтому некоторые слова вы, может, встретите в сказках, в легендах, в эпосах, в рассказах. Не удивляйтесь. Когда вы заходите в лес или вы идете по такой тропе, где много травы сухой, да, и вы знаете, что может быть в траве змея, скажите это громко, чтобы они слышали. Вот прям громко. Не говорю, чтобы орали, но громко говорите. Гад ползучий, не подходи. Земля сгорит, тебя спалит. А хочешь жить, да не тужить, не подходи. За 100 верстов меня, мою душу и тело обойди. Аминь. Громко говорите, чтобы они вас слышали. У меня есть не заговоры, у меня есть обереги для людей, которые путешествуют воздухом, для людей, которые путешествуют морем, для людей, которые уезжают далеко. Смотрите, обереги для тех, кто в дороге, для тех, кто в самолете и так далее. У меня очень много чего есть, дорогие люди. Смотреть надо. Посмотрите, ищите и найдете. Все. Я сказала, всех не по теме блокирую, надоело мне. От змей. Еще раз. Когда ваши дети идут отдыхать в село или куда-нибудь, вы идете, вот этот заговор, когда идете там по сену, по лесу, неважно, от змей, говорите громко. Гад ползучий, не подходи. Земля сгорит, тебя спалит. А хочешь жить, да не тужить, не подходи. За 100 верстов мою душу, тело мое обойди. Аминь. Если видите, что змея нападает, скажите вот эти два слова. Земля сгорит, тебя спалит. Они отходят. Это древнее слово. Просто я это древнее слово, словосочетание взяла в свой заговор. Вот сразу же кидается змея, кидается на вас, нападает. Земля сгорит, тебя спалит. Вы увидите, как она будет уползать. Не могу объяснить, почему они боятся этих слов. Но веками, тысячелетиями люди это делали и помогало. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Добрый вечер. Кто возле кладбища проходит? Для того, чтобы... Есть места, где люди... Я сейчас не про камень говорю. Есть места, где не получается обойти кладбище. Либо через кладбище дорога идет, либо мимо кладбища идет. Это всегда отрицательная энергия, чтобы они к вам не цеплялись. Следующий скоропомощник будет, но после Нового года. Пока что другие книги мы ждем. Возле кладбища или через кладбище проходя. Живое к живым, надо говорить. Живое к живым, мертвое к мертвым. Богами запрет между нами стоит. Не обойти вам. Иначе стражники вас накажут. Ваше вам, мне мое. Заклято. Чтобы уберечь наших солдат, есть ритуал, называется «Вернись живым». Чтобы уберечь наших солдат, есть ритуал, называется «Вернись живым». Возьмите, сделайте. Вообще лучше, мой вам совет всем.
Найдите прямой эфир под названием «Мои ритуалы». В этом прямом эфире я все свои книги показываю. Я показываю просто очередность всех ритуалов, всех работ. И название есть. И по этим названиям вы можете набрать и найти. Там написано защитные, денежные и так далее, и так далее. Понимаете? Чего тут написано? Что от кротов я не по заказу выдаю, я выдаю то, что есть. Ой. Дальше. От собак. Если вы боитесь собак, если вы пошли вы нахер, Сергей, со своим самообразованием. Засуньте свои советы себе в жопу, хорошо? Я уже столько лет людям дарю, что я могу и читать медленно, я могу и объяснить медленно. Засунь свои советы себе в жопу, Сергей. Пригодится. Будешь ходить как павлин. Когда ты сделаешь столько же для людей, сколько я сделала, тогда будешь иметь право абсолютно говорить что-либо или совет. А пока иди ты нахер прямым путем. И такие, как ты, советчики. Хорошо? Все, давай. Пошел вон. Ни черта себе. Советы раздавать, четкости нет. Я пошел ты нахер. Несколько тысяч работ подарить людям просто так, а ты еще будешь сидеть тут меня учить. Как надо мне читать, что мне надо делать. Вот и все. До свидания. Дело не в вокальности. Можно вокально сидеть и нести такую ахинею вокально, контролируя каждое слово. Просто сидеть и контролировать каждое слово, и нести чушь собачью. А можно вам дать каким образом, и уставшим голосом, и как только не получится, но вещи, которые вам жизнь спасут. Понимаете? Вот что важно. Вот и все. В древних селениях женщины в халатах творили чудеса, вытаскивали с того света и лечили. Знаете, а сейчас вот есть такие супер-ведьмы, которые в лимузинах катаются, и никакой пользы от них нету. И нахер они никому не интересны со своими лимузинами, длинными ногтями, фотосессиями и прочей херней. Вот и все. Закончили. Пришел мне тут советы раздавать, чем мне заниматься и как сделать. Иди вон. Ты в день по 800 смс отвечай людям, помоги. Сотни людей только одно пишут, все свои бедствия на тебя сваливают. Это очень легко и просто. Притащился. Чему? Советы мне давать. Сегодня еще одна женщина мне советы давала. Вот, не обижайте людей, будьте помягче. Я хотела сказать, а ты, женщина, пробовала вообще столько слышать бедствий от людей, и еще у тебя силы хватит людям помогать и объяснять? Пошли вы в задницу, правда. Достало реально. Придут эти бесполезные существа и начинают советы раздавать. Я дарила и буду дарить, Господи. Меня никто не отвлекает, успокойтесь. Надо было, и ответила. Мне нужно отвечать таким чмошным существам. От собак. Когда вы идете, или ребенок ваш идет по тем местам, где есть собаки, если вы боитесь одичавших собак, а они представляют реальную угрозу, напишите, дайте ребенку этот оберег, чтобы он перед тем, как выйти из школы, прочитал этот оберег для себя, и чтобы его не тронули. Итак, глядя либо на дорогу, где собаки, да, ходят, либо глядя на
собак, которые там бродят, вы говорите следующее. Слепым щенком родился, оглохни или уйди, или сдохни. Заговорю губами, поставлю запрет между плотью моей и твоими клыками. Да будет так. Еще раз. Слепым щенком родился, оглохни или уйди, или сдохни. Заговорю губами, поставлю запрет между плотью моей и твоими клыками. Да будет так. Это одна часть. Поскольку у меня очень много защитных заговоров и старых защитных заговоров, которые я отдавала, я решила вам все-таки несколько из скоропомощника тоже подарить, обновить. Поскольку люди же тяжело находят мои работы почему-то. Если перестали приходить уведомления, нажмите на колокольчик. Вы подписываетесь, а на колокольчик не нажимайте. Колокольчик – это как раз уведомление. Вот скоропомощник из этой книги. Защитный круг. Вот читаю прямо описание, чтобы по новой не объяснить. Ритуал пригодится для того, чтобы перед совещанием, вызовом к директору на ковер, там, важными переговорами не случилось конфликта с начальством. Уйдите к себе в кабинет, другое укромное место, где вас не будут видеть и мешать. Покружитесь вокруг себя мысленно, чертя круг, и говорите. Круг защитный, тьма духов, меня оберегайте от зверя, от лиходея. Аминь. И вы можете спокойно идти к директору на ковер, куда угодно, и там к ревизору, хоть кому. Потому что этот круг защитный и те силы, которых вы вызвали, обязательно пришли на зов и будут вам помогать. Если внезапно к вам идут с проверками, и вы боитесь, вот проверки, вот вы не готовы, кем бы вы ни работали, учителем, там, продавцом, кто угодно, да? Читайте несколько раз для себя, пока не успокоитесь. Идет князь меня проверять, а я облачусь в туман, да напущу туман. В тумане, князь, ходи, разумом не зри, глазами не гляди. Пришел корольком, да иди гуськом. Истинно. Помогает отлично. Знаете, скольким я давал? Такие серьезные были проверки. Отошли. Я знаю, что поторговали. А вы как хотели? Многие люди так интересно и меня спрашивают. Они работают. Они, знаете почему? Люди, видимо, удивляются, что можно бесплатно просто так дарить такие сильные вещи. И они начинают думать, а чё ж вы не продаете их тогда? Я говорю, послушайте меня, уважаемые, я дарю. Все самое ценное в этой жизни дарится. А потом они выходят в книжном варианте. Кто не может себе позволить, тот может просто переписать или, скажем, скопировать, да, там, распечатать. Тексты же есть готовые. И та же самая книга. Кто может позволить, берет книгу. Какая разница? Но сначала я это дарю. Если дома у вас ссоры, и вот кто-то там голосистый, может, дядя ваш, может, муж ваш, естественно, сохраню, я все эфиры сохраняю. Может, ваш муж, может, еще кто-нибудь, да? Если вы имеете в виду заговор, шепотки, они внизу будут текст. Чуть позже, как Яна освободится, она обязательно там ставит. В общем, дома ссорится, чтобы человек, который надоедает, мешает, да, который орет, который создает конфликт, чтобы этот человек заткнулся. Вы смотрите на него или вслед ему, или в спину ему. В общем, он должен быть в обзоре у вас. И так тихо шепчете.
Как немой не говорит, так и ты имя онемей. Аминь. Еще раз. Как немой не говорит, так и ты его имя онемей. Опасность. Вот это очень сильный заговор от опасности. Если человек возвращается поздно, если у человека там какие-то дела, он задержался, если человек боится, если за человеком кто-то гонится. Скоропомощник в интернете не покупается. Зайдите, у меня есть гостиная ведьминой избы. Напишите под любой ролик. Потому что у меня уже я столько раз выставляла, и оно уходит вниз все равно. И опять люди спрашивают про книгу. Но я выставлю еще раз. Я сегодня выставлю еще раз, как найти, где заказать мои книги. Яна их отправляет. Наши книги мы сами отправляем. У нас нигде в интернет-магазинах, нигде его нет. Итак, опасность. За вами кто-то гонится или что-то случилось дома. В общем, момент опасности, смертельной опасности. Сила тьмы, меня защити. Разок позволь обратиться. Тебе верю, ты мне в помощь. Заклято. Опасность минует сразу. Даже не сомневайтесь. Причем здесь беременны? Можно беременны что, не люди, что ли? Не пишите глупости, пожалуйста. Вот вы идете беременная, и у вас опасность. Вы думаете о том, вы беременны или нет. Вам защита нужна, правда, и вашему ребенку. Стать невидимкой. Вот это очень интересная вещь. Смотрите, читаю уже как бы готовый текст, который мы составили. Заговор для тех людей, кто не слишком ждет проверок на работе, боится, что может что-то пойти не так. Его можно начитать на любую вещь, которую вы носите, например, на кольцо, одежду, да. Также можно начитать на свои входные двери. Значит, с внутренней стороны дома, чтобы оградить себя от непрошенных гостей, всевозможных инстанций, надоедливых рекламных агентов, врагов, недругов, преследователей и так далее. Даже нападок свекрови, тещи и так далее. Значит, читайте 7 раз, одевайте эту вещь и идете. И вас человек не заметит. О, духи, встаньте за моей спиной, ведите меня тайной тропой, невидимым покровом укройте меня, спрячьте от всех и от врагов. От всех и от врагов. Будут слепы, меня не увидят, стану дымом, исчезну в воздухе, стану ветром, пропаду в сферах, мимо пройдут, меня не заметят, ветер не поймать и меня не поймать. Невидимым плащом укроюсь, от недругов закроюсь, ключ, замок, язык, заклято. Просто отвлекает тут прямой эфир, когда пишут люди. Это тоже попрошу Яну, эти старые заговоры тоже поставить, чтобы вы пользовались, те, которые новые слушатели. Для чего я дарю? Не знаю, сама не знаю для чего. Я давно поняла, что не все люди достойны помощи и уважения. Но дарю. Дарю, наверное, потому что для этого родилась на свет, и через меня эти силы должны вам это передать. Вот миссия у меня такая, понимаете? Далее, чтобы незамеченным остаться. Например, вы вот на работу пришли, да, с опозданием, чтобы вам не сделали замечание или что-то еще. Ну, в общем, чтобы вас не заметили, чтобы отвлеклись от вас и забыли о вас. Читайте следующее. Да даже если вы боитесь, что вас к доске позовут. Марокко, Марокко, обморочу, одурачу, будь по-моему, заклято. И после, когда вы прочитаете, говорите, пусть там такой-то, такой, там Иван Петрович меня не заметит. Или пусть меня к доске не вызовут. Или пусть не заметит, что я опоздала на работу. Говорите, что вы хотите, от чего должны вас оберегать. Да, от лени тоже.
Дорогие друзья, когда вы чувствуете опасность, и вам некогда не читать что-то, не шептать что-то, не говорить что-то, вам нужна срочная помощь. Вот прямо сейчас. Естественно, моя книга. Неужели я буду чужую книгу, чужие работы выдавать за свои и вас учить? Ну что за глупый вопрос? Естественно, что моя книга. Все. Ой. Послушайте, я не буду сейчас вам говорить, где найти, что найти. Я вам уже сказала миллион раз. Откройте прямой эфир «Мои заговоры». Там я по полочкам разложила, показала название всего, что есть в интернете, что вы можете найти. Мои работы. Я не буду каждому из вас специально говорить, ищите то, ищите это. Я не справочное бюро, я и так дарю. Потрудитесь искать. От внезапной опасности. Когда вам грозит опасность, и вам нужна помощь прямо сейчас, сию минуту. Запомните эти слова. Кто бы ты ни был, помоги, и тебе зачтется. И говорить не нужно, чем помочь, что помочь. Эта сила сама знает. Когда этот момент пройдет, когда этот момент пронесется, да, мимо вас, отнесите откуп, бутылку вина под любое дерево. Вылейте бутылку вина под любое дерево и говорите: откупаюсь от невидимой силы. Откупитесь обязательно, чтобы в следующий раз, когда вы попросите, она еще раз вам помогла. Итак, если вы боитесь нападения, кражи, если вы боитесь внезапно какой-то опасности, которая вам грозит, прошепчите для себя: что пришло, то ушло, меня не задело. Стражник мой, мне в помощь, заклято. Далее. Следующее. Я читаю просто уже изначально, как бы вам сказать, объяснение, а потом заговор, чтобы по новой вам не объяснять, поскольку мы уже составили книгу. Данный заговор предназначен для быстрой помощи при какой-либо опасности или неприятной ситуации. Например, когда вы возвращаетесь домой поздно вечером и переживаете что-то, что что-то может произойти. Либо ваш ребенок долго не отвечает на телефонные звонки, и вы беспокоитесь за его жизнь. Достаточно прочитать один раз. Все. Это не стол заказов. У меня есть очень много заговоров для здоровья, оздоровления и так далее. Но я не собираюсь сидеть и по вашему заказу их искать. От мигрени пейте Рельпакс. Мигрень не лечится, мигрень на всю жизнь. Итак, заговор скоропомощник при опасности. За 7 гор, 7 морей есть ведьма Соломея Шептунья. Одним глазом зрит, другим глазом спит. Прошепчи, древняя колдунья Соломея Шептунья, шепотом отгони тучи черные, силы грозные, пусть отходят они с моего пути. Отшепчи беду, отшепчи преграду, дай Соломея взять свою награду. Отшептала Соломея Шептунья, беду сгинула. Беда сгинула. Аминь, извиняюсь. Плохо читаю, потому что уставшая еще и тут пишете. Если вы это прочитаете, очень может быть, что вы можете спасти своего ребенка или любимого человека от беды, который не берет трубку, например. Когда беда минует, нужно оставить откуп. Какую-либо вещь или, например, свою вещь или детскую вещь вниз спустить, оставить, чтобы люди забрали. И говорить: возьми, Соломея, ведьма, и передай, кому пожелаешь, как благодарность. И уйти. Соломея Шептунья, она известный персонаж в более древних заговорах. Считается она одна из
древних ведьм. Некоторые идиоты то есть ее путают с дочерью Ирода. Они совершенно разные персонажи. Ночной страж. Если вы боитесь за своих детей, если вы боитесь за свой дом, если вы живете в таком месте конфликтов военных и прочее, хочу вам дать заговор, который основан на заговоре более древнем, заговоре моей прабабушки. Естественно, в те времена тоже были опасности и прочее. И здесь сказано об определенных силах. Например, был некий, по древним поверьям, и есть некий ночной дух, ночной стражник, ночной демон, которого звали Варшам. У него было много сыновей, и эти сыновья отправлялись к домам людей как стражники, оберегать людей. И когда нужна была помощь, ведьмы или просто женщины просили у, значит, дива или у демона Варшама дать им защиту в защитники одного из его сыновей. То есть Варшам – это есть древний дух помощи, защиты. И у него есть много детей. Итак, открыть нужно окно, читать и пойти лечь спать. Дайте своим детям молодым, которые только поженились, живут отдельно от вас, если вы переживаете за них. Я вас уверяю, что если каждую ночь вы будете это читать, если вы будете каждую ночь это читать, то вы можете спокойно лечь спать, зная, что с вашим домом, с вашей семьей ничего не случится. В какой бы опасной среде вы ни жили. Я вас уверяю, что эти силы, они настолько, знаете, живее, чем мы с вами. И существуют они в этих сферах много тысяч лет. Страж ночной, ты дневного сменил. Оберегай мой сон, мой дом и мою жизнь. Стой у окна, следи за дверью, не пускай лиходея, гони вора, отведи злых духов. Страж ночной, охраняй сей дом и всех, кто в нем. Отцом твоим дивом Варшамом заклинаю. Не я прошу мой дом хранить, а твой отец тебе велит. Живую сном, живые проснемся, сын Варшамов нас хранит. Аминь. Один из самых сильных заговоров. Охрана дома. Где бы вы ни жили, чем бы ни занимались, ночью прочитайте и ложитесь спать. Снижается. Потому что паника – это, как правило, собирание отрицательной энергии и темных сил, которые могут, как бы сказать, принести много плохого в жизнь человека, одним словом. Давайте так. Если я не говорю об откупе где-либо, откуп не нужен. Не корчите себя профессоров. Какая луна должна быть, какой откуп, какой день. Не корчите, пожалуйста, из себя профессоров. Шепотки никогда в жизни не откупались. Шепоток говорится сразу и получается сразу. Там, где нужен откуп, я говорю. Где не нужен, не нужно умничать. Не надо становиться профессорами магии. Я не настолько глупа, чтобы не знать и не говорить вам. Если я не сказала, значит, оно не нужно. Не потому, что я забыла, а потому, что это не надо. За шепотки берутся у нас энергии и откуп. Хочешь по-доброму? Вот, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, пользуйтесь во благо, когда Яна освободится, она обязательно внизу напишет и новые заговоры, которые я дала, и те старые, которые у меня в книге «Скоропомощник» есть. В любом случае. И тем, и этим пользуйтесь. Дайте своим детям, перепишите, дайте им в руки, потому что это очень важные вещи, это очень нужные вещи, и они
не просто оберегают, они могут порой и, знаете, как вам сказать, жизнь спасти. Всем удачи, я пойду дальше, потому что мне очень много дел. Есть такой заговор, но я не собираюсь сейчас вам искать и находить. Ищите сами. Удачи!